$50 000 переезд. Переезд откуда? Из России? Ну да. Из России $50 000 нет. Я поскромнее, да, получил? Ну, конечно, блин, не знаю, там $2000, $2,5, может, от силы. Зайку же Боженька дал. Ну, зайка подождет. Это боль. По щелчку пальца ты находишься там, в начале 2022 года и телепортируешься. Сюда. Да, и смотришь на все это со стороны. Так в итоге сколько стоит в Грузии родить? Мы заплатили в роддоме 2200 лари. Кто не хочет работать, всегда найдется себе повод не работать. А как вы докатились до дома? До дома, это на самом деле Лизина была идея в первую очередь. Вот, она тоже мне донесла в таком формате, что можно было... Мы думали купить сначала квартиру в Батуми в самом, потом посмотрели в Батуми. Батуми, на самом деле, тоже такой город довольно специфичный. Он хороший, он во многом... Много есть прикольных вещей, но есть моменты, которые так, чуть-чуть раздражают. Всегда там большие пробки, расскажи. Но много народу, да, я думаю, что люди, в принципе, понимают, о чем я говорю в целом, но... Вот, и хотелось чего-то немножко такого, может, чуть-чуть более отдаленного, но не сильно далеко. То есть мы жили сначала там на БНЗ, вот, тоже как бы это еще город, наверное, считается, но уже тоже чуть подальше. А потом мы жили в Королеставе. Королеставе это тоже деревня еще чуть подальше, но тоже минут, наверное, 30 на автобусе до туда можно добраться. И отсюда, в принципе, тоже время, 25, наверное, минут на автобусе, 30. Вот. И для нас это было, в принципе, довольно комфортно добираться до сюда. И, в принципе, вот, это была наша основная, наверное, момент, что можно было доехать до города, если тебе это надо, довольно быстро. И, и никаких проблем это, не вызывает. У нас было важно, чтобы можно было ездить. Да. Потом я не только просто жить где-то далеко и здесь и торчать. Но если именно говоря про квартиру и про дом, как-то Лиза хотела дом, я, в принципе, тоже был не против этого. И мы начали смотреть какие-то варианты. А сколько вы здесь уже? 2,5 года. Получается. Каким образом вы вписались в дом? Это супер смешная история. Мы жили в Королеставе, нам, в принципе, нравится грузинская деревня, природа. Вот, кстати, в Батуми, я думала, будет, вот, наверное, из таких вот, чего-то неприятного, что мне в Батуми было очень некомфортно. Очень пыльно, очень шумно. И вот, сам архитектура, это известно, да, что может поддавливать. Собственно, из-за этого мы приехали в одну деревню, нам было там очень комфортно, хорошо, там река, природа. И затем мы с Димой познакомились на Шри-Ланке, он покупал велосипед наш, и просто мы с ним разговорились. Разговорились, он сказал, что он домами занимается, а мы как бы так присматривались, смотрели, думали. То есть чисто вот случайно купили дом? Да, это, как случайно, мы даже не рассчитывали на дом, потому что, это совсем другой порядок, денег, да, ты видел наш дом, он немножко нетипичный грузинский, он, маленький для грузинцев. Да, маленький для грузин, и сделан соотечественниками нашими, для соотечественников, можно сказать. Смотри, по деньгам, сколько бы стоил такой дом в Ленобласти? На первый взгляд, да. Если мы переместимся на 2 года назад, например, на первый взгляд, скорее всего, он стоил бы меньше. Но здесь ты, покупая дом, то есть у тебя уже есть немножко оформленная придомовая территория, у тебя уже есть подключение к сетям, там электричество, газ будет. То есть, дом фактически уже готов к проживанию, а там у тебя это все сопутствующие расходы, которые могут, собственно, и стоить половину дома. Пиши, пожалуйста, то есть, дом сам, то есть, что это? Дом. Это такой довольно небольшой дом. Кстати, на твоем видео предыдущем он очень маленьким кажется, в жизни он совсем не такой маленький. Вот, это главный момент. Мы снимали на маленькую камеру. Вот, когда я посмотрел твое видео первое, там он просто крошечно, думаю, что за коробка вообще, чем она Лизе понравилась. А когда мы реально пришли, он реально, нормальный дом, то есть обычный, он не складывается впечатление, что он какой-то маленький. И в этом был мой ключевой какой-то диссонанс когнитивный. По сути, это аналог квартиры, да, то есть 2 комнаты и кухня-гостиная. Я бы не сказал, что это аналог квартиры, возможно, потому что есть какая-то территория. Когда ты все-таки выходишь там в каком-то своем маленьком саду поиграться, погуляться, съесть мандарин, я бы как-то, мне не ассоциируется это с квартирой.
Вот. Я бы так не назвал. Ну, он, да, небольшой, наверное, но все равно я бы сказал, что вполне себе не квартира. Квартира все-таки это, ты сидишь на своем там 15 этаже, ждешь лифт и прочее. А здесь ты пришел, кайфово, вышел, поел мандаринов, снова зашел, погулял с собакой, вернулся. Ну, короче, не знаю, быстрее, проще, ну, на мой взгляд. Вот. А что будет через 5 лет? Через 5 лет, я думаю, то же самое. Не устанешь? И будет, да, не, почему? Во-первых, через 5 лет у меня будет уже, скорее всего, ребенок и машина, вот, поэтому хотя бы добираться можно будет мне на 2,2, вот, а тут, мне кажется, вполне отдельная комната под ребенка идеально заходит, и я не вижу. У нас с ней получилась разная база, что Оля училась в одной школе, жила в одном городе, я жил в нескольких городах, сменил 5 школ за это время, ну, то есть мы переезжали, то есть, и поэтому я вот как приехал, и сразу вот началась обычная жизнь. То есть ты приехал, через 2 недели у тебя все уже обычная жизнь. Свои задачи, своя текучка, своя рутина. Вот. А как ты ладишь с местными? А что с местными? Местные все как бы видят, ты для них диковинный зверь такой. Они же не привыкли, ну, в принципе, тут много русских видеть, много, ну, как бы, все грузины вокруг. То есть нет никого, кто не грузин. И для них ты такой: о, привет, типа, как дела, заходи в нарды играть. А ты человек-то занятой, все-таки работаешь там днем, все такое. И это, ну, иногда... А они-то нет, да? Нет, они скучают. Они как бы, вот, им скучно, они сидят в окно, смотрят, там нужно с кем-то в нарды поиграть. Вот, поэтому я бы сказал, что они так тебя воспринимают, такого диковинного зверя, которому интересно пообщаться, что ты другой, ты из другого места, с другой какой-то культурой, вот, и им интересно с тобой общаться. Они все Вопрос русофобии каким-то образом стоит? Не, ну я, по крайней мере, не встречал здесь вообще никак. Да, там был какой-то один вопрос, когда грузины не поделили воду между собой, но это было скорее исключение, и они, может, между собой не поделили, а не то, что это как-то с русскими связано. Вот, поэтому нет, я бы не сказал, что... Они, наоборот, все доброжелательные. Я, в принципе, здесь в Грузии не сталкивался с какой-то русофобией вообще. А было такое предрассудок до того, как ты сюда приехал? Нет, тоже не было. Я как-то, может быть, когда ты сам не осматриваешь с этой точки зрения... Ты что ли телевизор не смотрел? Ну, видимо, нет, не смотрел. Какой провал в образовании у тебя? Да, наверное, вот, это пропустилось. Вот если в Тбилиси там как-то они, ну, больше все на английском говорят, но это не так. В Батуми, в принципе, все на русском говорят, это не так. Они тут скорее английский не знают, это другая крайность. Вот, но это, пожалуй, все, что, ну, встречаешься. То есть ты не встречаешься с каким-то там, не знаю, по-моему, в Батуми вообще другой мир в этом плане. Еще один вопрос к маме. Какие были ключевые кризисные моменты при переезде, когда вот чуть прям не развелись? Что было самое сложное преодолеть в отношениях? Ну, как ты знаешь, волнами находят. То есть ты такой думаешь, вроде бы все ровно, потом раз опять нахлынет, потом опять какой-то период спокойный. Загадочная улыбка Дмитрия. Я ретроспективно. Модерируешь пассивно, да? Возможно, какой-то накопительный эффект. Да. То есть, что вроде это где-то, видимо, копилось, потом раз это резко выливается. Где первая точка кризиса при переезде в паре? Я думала, что вот когда мы только переедем будет, но нет, там был такой период, когда ты себя чувствуешь в таком путешествии, пребываешь в состоянии эйфории, то есть я думала, что накроет в самом начале, но нет. То есть долгое время, все идеально, и вот потом спустя, не знаю, какие-нибудь, наверное, полгода, вот был первый кризис. Сколько времени вы находились примерно в подвешенном состоянии, ну, вот, когда только переехали, или вы до сих пор еще в нем? Оставаться здесь или не оставаться? Ну вот, да, непонятно, то ли живешь, то ли как бы это... Нет, мы, как мы только увидели этот участок, наше подвешенное состояние перешло в состояние понятное. То есть, в смысле, вы решили остаться здесь? Да, но я говорю, в ближайшие 2 года мы точно будем здесь, потому что, ну, как не жить с таким видом, как не пожить, хочется. Ого, понятно. Если бы вы сейчас заново это делали, то каких ошибок вы смогли бы избежать? Я могу так сказать, что особо-то у нас ошибок как будто здесь и не было. У нас случился матч, случилась любовь с этим участком, с этим местом. Мы всегда мечтали о доме, уже очень давно. Вы же не очень старый, да, я так понимаю? Нет. Что вас к земле потянуло?
Да дело в том, что я в своем детстве провела жизнь в доме, а муж Андрей, он тоже у бабушки часто бывал в деревне. И так как мы любим природу, почему бы и нет, нам очень нравится такая спокойная жизнь, размеренная, когда еще живешь, тебе здесь ручеек под боком шумит. Мы приехали в Батуми за каким-то умиротворением, мы здесь его получаем, даже несмотря на то, что бывают курортные сезоны, но нас это не смущает. Ну, часто вас это вообще, наверное, не коснется, по большому счету, здесь-то. Ну да. Но в любом случае мы будем в Батуми ездить за продуктами. Слушай, ну а вот из Чакры сверху отсюда недалеко до Батуми или? 30 минут езды. С новой дорогой. Засекали? Да, засекали. С новой дорогой вообще без проблем. Мы живем возле Шаратона, поэтому у нас 30 минут выходит. То есть если быть поближе к выезду, к объездной дороге, то это, конечно, там минут 25 занимает всего лишь. А расскажи, пожалуйста, вот такой секретный момент, да, многие пары, которые переехали, они практически, многие из них развелись, некоторые чуть не развелись. Были такие моменты вот именно в процессе переезда? Процесс переезда в ремонте был. В процессе ремонта? Нет, ремонт это тоже классика, но вот именно то есть стресс, который ты испытываешь. То есть какой был самый стрессовый момент? Ну, непонятно, остаемся здесь или куда-то едем. Вот, скорее вот такие моменты, когда ты в неопределенности. Когда мы уже решили, что я вот узнала, что я беременна, что нужен дом, что мы остаемся здесь, и стало все нормально. А сколько вот вы сели в подвешенном состоянии? Ну, год мы здесь жили. То есть год было непонятно? Ну, так месяцев, ну да, год, наверное. Вот мы съездили потом в Россию летом, подумали, собрали вещи, и уже стало все понятно. Сколько денег стоил переезд? Хороший вопрос. До какой стадии? Давай скажем. Ну, до стадии получения первичного дохода на новом месте. Подушка какая была? Я бы сказал, где-то 130 тысяч. Нет, обошлось. Долларов? Долларов, да. Ну, я сразу заходил, что мне нужно же сразу деньги тратить. То есть на покупку участка, запуск строительных процессов, плюс небольшую подушку сформировать. Плюс мы же еще открывали пару заведений в Батуми, то есть на которые тоже деньги уходили. То есть некоторые, наверное, 120-130 это без учета заведений, я бы сказал. То есть, а так общий бюджет был в районе 170, но это напрямую не связано. То есть это, знаешь, как это была попытка разбросать камни в разные стороны, чтобы посмотреть, где пойдет, где не пойдет. Ну, как-то так. Потому что я не один переезжал уже, со мной еще команда моя переезжала, мои ребята. То есть их как-то задействовать в разных процессах. А если вычленить из этой суммы расходы на бизнес, именно на жизнь семьи? Я бы сказал, это, я думаю, в 1000-1500, наверное, долларов в месяц. 1,5 месяца? Да. Тогда вопрос к супруге. Как отразилось на качестве жизни? Вот, расходы, я так понимаю, примерно такие же и были? Я думаю, были чуть-чуть, я думаю, были меньше, да. Качество жизни как-то изменилось? Я думаю, что качество жизни повысилось. Да, но мы немножко сейчас еще вот увеличили доходы на какую-то цифру. То есть, когда какую-то стабильность уже поняли, почувствовали Грузию для себя и стали спокойнее тратить. Плюс у нас какие-то финансовые инструменты, остатки еще доезжают с предыдущего места жительства, которые можно уже смело тратить. Во сколько встал переезд денег? У меня точных цифр нет. У нас исходные данные По были... ощущениям? По ощущениям? Я могу сказать по ощущениям. Ну, то есть, да, вот вы снялись с одного места, переместились на другое место и зажили свою прекрасную жизнь. 50 тысяч плюс вышло. Долларов? Да. А на что эти деньги потратились? Деньги потратились, часть денег ушло на дом, часть ушло на машину, довольно большой кусок ушел на ремонт, потому что я изначально предполагал, что на ремонт уйдет меньше денег. Хотя, как мне кажется, мы достаточно аскетично все сделали.
Вот, Ну, кстати, красиво получилось. тем не менее, все равно приличная сумма денег. Я поначалу начинал считать, у меня даже был такой... Сердце крови обливалось, да? Нет, наоборот, был некоторый азарт, сколько в итоге получится. И мне казалось, будет, ну, там, раза в 2 меньше. Был момент, когда тебе казалось, что все потеряно? Не, был момент, когда я сбился со счета, и такой, блин, слава богу, все, я не хочу больше видеть эти Вот в цифры. этом смысле. Скажи, пожалуйста, вот во сколько по деньгам встал переезд? Как ты оцениваешь его? Ну, тогда были дорогие билеты, я насколько помню. Поэтому, точно, наверное, 75 были только билеты на тот момент. Но в целом, плюс здесь, когда приезжаешь, еще нужно было найти жилье, наверное, я бы тоже это включал, как какие-то расходы. Вот, это тоже было, наверное, баксов, 400 тогда, в месяц. Вот, и еда, все остальное. Ну, это мы говорим, опять же, про 22 год. Да, Ты в своей квартире жил в Перми? Да, своей. То есть расходов на аренду не было? Не было. Там свое жилье было, вот. Поэтому таких проблем не было. Вот, там было все проще. Так сколько денег в результате стоил переезд? Порядка, не знаю, мне сложно так сказать. 75 за билеты, не знаю, давай 2 месяца возьмем здесь, не знаю, 400. 5, 10, 20 тысяч долларов. Мне вот сейчас 50 озвучили. 50 тысяч долларов переезд? Переезд откуда? Из России? Ну да. Из России 50 тысяч долларов? Нет. Я поскромнее, да, получил? Ну, конечно, не знаю, там 2000 долларов, 2,5, может, от силы. Типа, что тут стоит? Тут только билеты 1000 стоили, все остальное уже это дополнительные какие-то расходы, небольшие причем. Так, ну вот вложил ты эти 2000 в себя. Да. Что ты получил? Что я получил? Другую жизнь, на самом деле. Типа, Россия не сильно другая по вайбу, на самом деле. Грузия более такая свободная и чувствуется более... Ты чувствуешь себя более свободным здесь. Вот, и это прям очень сильно ощущается. Может быть, что сами грузины такие очень расслабленные, такие все, не знаю, какой-то у них свой такой вайб этот. И, соответственно, ты тоже этот вайб так или иначе чуть перенимаешь, вот, и тебе тоже здесь становится вообще комфортно, свободно, и хорошо. Вот, тем более погода здесь намного приятнее, чем... Такой вопрос еще по ВНЖ. Он у вас есть? ВНЖ нет, потому что не горит. А вы не боитесь, что вас сюда в какой-то из разов не пустят? Нет, не боимся. Почему вы этого не боитесь? Вот ты спросил... Вы должны бояться. Ты вот спросил, боюсь ли я не боюсь. А ты боишься? Но этот шанс есть, но это, как знаешь, про страхи вообще, про жизнь. То есть, что что-то произойдет, там, просто бояться и не жить нормально свою жизнь. То есть я выбрала наслаждаться жизнью. А вообще какова практика, то есть непускания? У нас нет даже знакомых, кого не пустили. То есть пускают с крымскими паспортами, то есть даже кто переживает, вот кого как бы в группе риска. Поэтому мы над ВНЖ поработаем в 2025 году, то есть его получим. Но прекрасно же, что здесь ВНЖ это опция, а не необходимость. То есть он не требуется фактически ни для чего? Конечно, то есть ребенка в школу отдали, вот, например. Школы, даже государственные школы не требуют ВНЖ, открытие бизнеса не требует ВНЖ, съем квартиры не требует ВНЖ, трудоустройство официальное не требует ВНЖ. То есть ВНЖ пока это, говорю, просто опция. То есть поэтому мы ее, конечно, реализуем когда-то, но... Когда это будет? Мы не знаем. Я думаю, что 25-й год, но пока тебя сама жизнь не обязывает это делать. То есть хочешь – делаешь, не хочешь – вот… То есть это есть в списке дел? Где-то там болтается? Но не на первой... узнал об этом? Но не на первой странице. Слушай, сколько сегодня стоит жить здесь по расходам? По расходам. С учетом того, что... это укрупненные просто расценки, там на еду, там на арестики, там все остальное. Так, на еду. Я могу посмотреть, на самом деле, где мой телефон. Так, Я бы еще отметил, округленно. что Денис здесь. Так, сейчас, секунду. Так батарейка кончается. Так, хорошо. Продукты, порядка, если это 30 тысяч рублей, наверное... сколько мы это скажем? $300? Наверное, да. Где-то 300 баксов на еду, это, наверное, много. Но мы, может, едим чуть более, скажем так, разнообразно, всякие там рыбы, мясо, говядина, все такое. Вот, это чуть, наверное,
больше, чем среднестатистический батумчанин, назовем это так. 300 Вот. на человека, а продукты? Ну, я бы сказал, что, я в основном покупаю продукты, люди тоже тратят, то есть это не все, наверное, расходы, вот, но в целом на двоих, наверное, я бы сказал, что 300. Коммуналка? Коммуналка здесь, тут как бы не такая большая, не знаю, может быть, из-за того, что пока обогревателями отапливаемся, может быть, не знаю, 150, может, лари, вот, то есть относительно, наверное, немного, и то, потому что мы отапливаемся. Был бы газ, был бы поменьше, я думаю. Вот, соответственно... Газ вы сюда планируете же? Да, он типа должен был к зиме подойти, чуть опоздал, думаю, к весне подойдет. Но надеюсь, что он все-таки будет. Вот, и, соответственно, где-то порядка 150 лари, наверное, на всю коммуналку я назову. Что еще по расходам существует? Интернет, наши 32 лари за безлимит МАКТИ, и, пожалуй, наверное, все. Больше я тут ничего не вижу. Рестораны? Кафешки. Кафешки мы любим ходить, примерно, не знаю, раз в неделю ходим. Наверное, тоже баксов бы 150, наверное, я бы заложил, 150-200, наверное, пускай будет. Бензин? Не вожу пока что, поэтому все на автобусе, 30Т3. А как вы ездите в город сюда? 2 и 2А. Денежком, значит, что получается у нас? Срезюмируй, пожалуйста. Да, если to sum up, где-то порядка 300 баксов на еду я бы оставил, с учетом, что это чуть лучше, чем в среднестатистических быте есть. Плюс 150 лари на коммуналку, пусть будет на всю. Вот. И кафешки тоже 200-250 долларов. Кто как любит, допустим, пускай будет 200-250. Сейчас пытаешься убедить меня, что на $1000 вы счастливо живете. Со своим домом. А сколько стоит жить в Батуми сейчас? Вот на вашей семье, допустим. За квартиру мы платим $700. Я думаю, в районе около 2500-3 тысяч долларов выходит. 2500-3 тысячи, да? Да. А можешь развить по укрупненным расходам, что где? Мы редко питаемся по ресторанам, мы питаемся в основном дома, но любой поход в магазин – это минимум 100-150 лари. Минимум. Бывает исключение 70 лари, хорошо. Вот. Но если мы берем рыбу в расчет, то да, нужно ориентироваться на эту стоимость. А выходным можем пойти куда-нибудь с друзьями сходить. У нас сейчас основной расход – это, конечно, дом. Вот. Не входит в эти 2500. Я подозреваю, да, что дом – немножко более дорогое удовольствие. Где-то там что-то, может быть, одежду купить, где-то так. Может быть, я даже... 2,5-3. 2,5-3, может быть, я даже завысила. А когда появится ребенок, как ты можешь прогнозировать расходы? Конечно, они увеличатся, если не вдвое. Вопрос, опять же, к папе, да, по деньгам. Сколько расходов, сколько стоит жить, условно говоря, вот такой жизнью сейчас здесь? Я говорю, какие-то, я думаю, 1500, хоть ты и не веришь в эти цифры. Долларов? Долларов, да, то есть... На семью? На семью, да. Укрупненно можете раскидать расходы? Я думаю, это какие-то продукты, мне кажется. То есть у меня нет записи, но я так динамику все равно чувствую расходов. То есть это какие-то продукты, наверное, долларов 400. Смешная коммуналка, которая выходит, не знаю, вся, это долларов 50. Что еще из расходов? Какие-то расходы одежды и прочее. Это... Бензин? Бензин, у меня электромобиль, это еще 20-30 долларов в месяц. Да и вот какие-то кафе 200-300 долларов. Там вот Олик салоны по уходу за собой какие-то денежки тянут. Он тоже какие-то там 300 долларов. 1,5 это сейчас вот укрупненно даже не наберем на 1,5. Я занимаюсь строительством домиков для животных. Это будки, вольеры, уличные домики для кошек, для бездомных животных. То есть в Петербурге осталась мастерская, там ребята работают, я в основном занимаюсь какой-то организационной частью, поиском заказов, в том числе их обработкой. Любопытно. Так, не типичная история айтишника. Получается... Экран погас, это окей, да? Что? Но съемка идет, то есть я вижу лампочку. Все, потрогать. Просто пальцем проведи. Нет. Таймер работает?
Таксисты иногда спрашивают: о, ты, наверное, тоже айтишник? Я такой: нет, у меня что-то поинтереснее. Я буду вам очень долго об этом рассказывать, поэтому давайте я буду Домики для кошечек. Ну, кстати, да. Ну, а как ты считаешь, тут, в принципе, ты смог бы как бы просто, если бы у тебя остро стоял вопрос, работать именно здесь? Сколько бы времени тебе потребовалось на то, чтобы с твоими знаниями, умениями и навыками, да, как бы просто их интерполировать на местные реалии? Я думаю, я работал бы, может быть, в сфере строительства, но не конкретно там малых каких-то каркасных строений. Но в целом, скажем так, есть заблуждение, что тут нет работы. Но у нас есть ребята, друзья, с кем здесь подружились, и кто работает на местном рынке, в том числе там штукатурными работами занимается, дизайном, то есть такими вещами, и они, в общем-то, себя нашли, то есть они вообще не видят в этом проблемы никакой. Они говорят, работа есть, кто хочет, тот найдет. Нет, я имею в виду, что, допустим, мои наблюдения, они, как правило, я, допустим, к рынку там Батуми, в сравнении с рынком той же самой Москвы или там, Санкт-Петербурга, всегда отношусь с большим оптимизмом, потому что здесь мало с кем конкурировать. То есть, если ты здесь будешь делать домики для кошек, то у вас тут будет максимум 2 компании, а не 200. Или одна. Или одна единственная, да, то есть. Но рынок очень маленький. Ну, так и компания же одна, по сути. Это надо свое дело нащупать. Ну, ты, в принципе, планируешь это делать? Да, конечно. То есть ты будешь делать, Да, ну, я условно хочу говоря, делать то, зарабатывать что... здесь. Ты считаешь это возможным? Да, абсолютно. А насколько это будет сложнее? Я думаю, это абсолютно так же. Вот прям один в один. Тот же уровень, все зависит от вовлеченности твоей. Если ты вовлечен, у тебя горят глаза, тебе интересно, то ты что там, что здесь, у тебя что-то да получится. А если не получится, то извлек урок и движешься дальше. Ну, как бы это же не... Мы же не... Я ни в коем случае так не считаю, но Грузия же это там условно не страна какого-то третьего мира, да, то есть тут есть люди с деньгами, есть определенный рынок, есть потребности рынка, то есть ты в любом случае что-то можешь нащупать, в чем себя реализовать. А ты сможешь делать что-то, не опираясь, допустим, исключительно на рынок экспатов? Обычно самый мертворожденный бизнес, да, это человек, который переехал на новое место, он пытается только для тех, кто так же, как они, переехал, да, как бы только для них что-то делать. Ты сможешь работать на местный рынок? То есть ты сможешь что-то производить, что будет интересно и доступно людям, которые живут здесь изначально? Пользу будешь приносить? Это вопрос хороший. Про пользу у меня были мысли, в том числе и там про домики, про кормушки, потому что бездомных животных много. Это можно в какой-то степени здесь реализовывать. Вопрос, как бы заработаешь ты на этом себе на жизни или нет. Давай прям с самого начала, что вы тут делаете? Ставим сейчас 2 дома, 60 плюс балкон 8,5 и 90 плюс 30 терраса большая. Конструктив домов какой? Каркас скандинавский, классический. Ну, то есть каркасник это утепленный? Да, утепление здесь стены 150, перекрытие пола, перекрытие крыши 200. То есть это доп. Опция, так по умолчанию это 100 плюс 150-150. Фасады это что, овальцованное железо, да? То есть как там? Кликфальц, да, фасад кликфальц, полностью крыша кликфальц. То есть здесь убраны свесы, немножко минимализмом решили позаниматься в эстетике. Но при этом защищено от осадков достаточно, чтобы дом был сух. Так, ну получается, ты обеспечиваешь, грубо говоря, жильем фактически всю тусовку. Так вышло, да. То есть... Сколько денег за то, чтобы получить вот такой дом с ремонтом под ключ? Ну вот на примере этого дома как раз могу цифры сказать. Да, по-другому. Сколько минимум денег нужно, чтобы начать идти к мечте? То есть, и что это будет? Хороший вопрос. Давай отвечу на предыдущий и объясню, почему ответы разные могут быть. Этот дом может стоить 52 500 плюс состояние под ключ 20 тысяч. То есть это включая бытовую технику, все предметы интерьера, мебель, сантехника. Ну, такого же уровня, как у ребят, да, там? Вот на 3-м доме, да, у Дениса с Лизой идентично. То есть под ключ это 72 500. То есть ты можешь до отдельной опции себе добавить дополнительное утепление, либо лиственничные полы, лиственничные балконы, ну то есть что-то со стеклением поиграться. Сроки реализации это
ну, я думаю, где-то 5 месяцев под ключ с нуля, то есть с момента старта строительства. В 2025 году это будет где-то на 5% дороже, просто с пересчетом на инфляцию. Понял. А вопрос, то есть изначально мы снимали здесь видео про землю, вот на этом самом участке, да, то есть ты продавал это как куски земли? Да, то есть ребята пришли, каждый купил себе участок, потом они уже поняли, что кто-то это должен строить, и обратились ко мне. То есть все еще можно у тебя купить переведенный участок земли здесь? Да, ну, по участке вот отдельный маленький блок есть, что у нас, допустим, в этой локации есть 2 участка, в совокупности сейчас есть 5 локаций, на выбор порядка под 20 участков. То есть самая доступная цена это в районе $50 в квадрат, самая недоступная это $80 в квадрат. Это в Чакве, прямой вид на море, рядом с комплексом Аргентини, который у тебя есть на канале, то есть для понимания локации. $50-80, получается, это за квадратный метр земли переведенный? Да, это не сельхоз, то есть это прямой перевод. А живых денег общая сумма, то есть за участок сейчас минимум сколько? Минимум, я думаю, это 25 тысяч, максимум это вот самый дорогой, это 48 тысяч. То есть можно заплатить тебе 25 тысяч, взять землю, а строиться начать потом? Можно заплатить, строиться потом, можем договориться о внутренней беспроцентной рассрочке на строительство. Так мы вот как раз ребята купили у нас в Ахалшене Никола, так купил у нас Денис с Лизой, вот на дом, который с Настей разговаривали, то есть там тоже некая система рассрочек. То есть все обсуждаемо, то есть я застройщик, как говорится, маленький, со мной можно договариваться. Так, а потом строительство, как оно разбивается? То есть на какие периоды и какими суммами платить? Ну, по умолчанию это разбито транш по 10 тысяч. То есть, но все индивидуально обговариваем, потому что у кого-то это может быть быстрее, у кого-то это медленнее, у кого-то это большей части, но меньшего размера. То есть все обсуждаемо. То есть можно разделить свой дом за 72 500 на сколько растянуть по времени? Я думаю, это можно растянуть на, допустим, 40-50% плюс пару лет. 40-50% плюс пару лет? Да. Ну, то есть первоначальный взнос это сначала земля, то есть это 30% от всего проекта? Да, да. Подожди, дом 72 500 это плюс земля или без земли? То есть если это под ключ, это 72 500 это дом под ключ, без земли. То есть с землей это уже будет 100? Ну, 80 тысяч в среднем это дом плюс земля в состоянии зеленый каркас под отделку. Дом плюс земля под отделку около 80? Да. Ну, ремонт сам еще, потому что стоит да. Дорого денег. Все, понял, хорошо. Участки по локациям еще раз. Чакви, Ачква, Ахалшени, Самеба, Чарнали, Хилвачауги. Еще раз Ахалшени. И больше, я думаю, что через год, скорее всего, ты будешь уже монополистом, потому что схлопывается эта вся история с переводами. Ну, перевод, вот с последнего видео мы с тобой снимали его летом. Сейчас появилось... То есть, помимо усложнений, то есть, есть участки, которые сельхозназначение невозможно перевести. То есть, они попадают в зонирование территории. То есть, я являюсь владельцем одного такого участка, к сожалению. И... Ужас. И что ты можешь делать? Ну, я его потом... То есть, им может владеть грузин и без проблем строится, но для целей владения иностранцем, то есть он не подходит. И таких участков сейчас все больше и больше, и ты можешь это купить и вот остаться счастливым обладателем. Никогда не перевести, да? И не перевести. Ну, да, как бы... В твоем случае сделка происходит после того, как уже документ у тебя на руках? Конечно, абсолютно. Только прямая сделка, мы идем в инвестицию, оформляем... никак иначе. То есть в процессе перевода, то есть это какая-то минимальная бронь, условные 5%, ну, чтобы невозвратная. Потому что мы забронируем, вы через 2 месяца скажете, ой, мы передумали, ну вот ваше передумывание стоит условно там $1000 для вас. Потому что 2 месяца этот участок никому не предлагался, и, возможно, у него был бы уже новый хозяин, если бы нет бронь. Поэтому как будто бы это справедливо. Понятно. Что-то, может быть, от себя ты хочешь еще добавить
от себя, да, переезжайте в Аджарию, покупайте дома, живите к лучшей жизни. Но живите на что? На то, что вы жили. То есть вы же переезжаете, вам не 15, поэтому работы хватает, много ребят работают удаленно. То есть все как-то устраивают свою жизнь. Безработица есть? Да, как везде. Кто не хочет работать, всегда найдется себе повод не работать. Но при этом ты и сам знаешь, что у тебя тут живешь дольше меня, сколько у тебя контактов, которые не жалуются на нехватку работы, мягко говоря. То есть, а наоборот стоят в очереди. Вот как сейчас мы разговариваем, у нас вот 2 дома в работе, 2 дома в очереди. Что нет проблемы с работой, если ты хочешь работать и делаешь ее хорошо. Поэтому welcome. Понял. Спасибо. Ну и какие у тебя здесь сложности в проживании в деревне? Ой, у меня вот именно наоборот. Это вот у Дениса, может, да, он более такой городской. Я в целом-то себя идентифицирую как Деревенскую? деревенскую девчонку. И поэтому у меня единственное, что мне не хватает времени. Там, в моих фантазиях у меня здесь сады, винограды, розы, розариумы, куры. А на это все совершенно не хватает времени. Каких-то особых сложностей, связанных с тем, что это свой дом, пока что нету. Но единственное, что вот это все вот впереди, чтобы это все выглядело как бы не запущено. Облагораживание? Да, да. То есть ты прям видишь себя вот в позе уголка? Да, моя тема. Выбрался. Понял. Вообще, насколько сложно родить в Грузии, не будучи гражданкой Грузии? Ну, поначалу кажется, что грузинский язык, грузинские врачи, как здесь устроено, ничего ж непонятно, ни с кем не знакома я была. А потом потихонечку стала в тусовки вливаться, с девчонками знакомиться. Это дорого рожать в Грузии? Мне кажется, не дороже, чем в России. А в чем принципиальное различие? То есть я так понимаю, что одного ребенка ты родила в России, да, а второго? Да. У меня различие в том, что здесь я рожала с Даулой. Девочка из Ярославля, Саша. Вот. Поэтому различия есть. Мне больше понравилось здесь. А что происходило здесь? Чем это, допустим, отличалось от родов в России? Если прям так кардинально, наверное, персоналом, все такие улыбчивые, добрые, попадаешь в такую домашнюю обстановку, как будто даже не белые стены, в общем, и такие злюки-буки. А каким образом? То есть деньги ты, получается, платишь просто в кассу, да, и тебе оказывают медицинскую услугу? В клинике «Мать и дитя» там есть менеджер, все через нее, все эти операции проводятся. То есть ты там лежишь? Да, у нас была VIP-палата, двухместная кровать, там был диванчик, то есть наш старший сын пришел после садика сразу к нам, и мы 3 дня, да, 2 ночи или 3 дня? 2 ночи, по-моему, 3 дня мы жили вместе там, такой небольшой номер такого отеля. То есть вот у тебя, условно, начались схватки. Дальше? Прям как история. Я проживала все это дома практически весь этот период. Со мной на связи была Саша, поэтому было спокойно. Мы это все оговаривали, несколько раз встречались, у нас был план. Она что делала, условно говоря? То есть она поддерживала информационно, морально. Потом дальше. У тебя начались схватки, то есть муж тебя грузит в машину? Нет. Муж отвез ребенка, я занималась домашними делами, пекла блины. В общем, была дома какое-то время до вечера. Как тебя доставили в больницу? Саша приехала к нам сюда, мы побыли еще здесь вечером, а потом сели в машину, поехали. Это что за клиника здесь? Клиника «Мать и дитя». Это она где? На Багратионе, да, она находится. Где в сторону аэропорта. Она рядом с БАУ, недалеко. Да, они 2 тут такие главные БАУ и «Мать и дитя». «Мать и дитя» поменьше. И я наблюдалась в БАУ, но мне понравилось больше «Мать и дитя». Так, вы приехали дальше. Меня приняли в приемный покой. Я там заполнила какие-то бумажки. Ты заполнял. Я пошел относить документы. Да, что ты подписал, какие-то документы. Помогай. У тебя нет микрофона. И проводили меня в родзал. А сколько ты там находилась, получается, в самой больнице? 3 дня после родов.
То есть, ну, ты родила в тот же день, как тебя привезли? Ну, получается, мы приехали в 12, в 4 я родила. Тебе страшно было рожать в незнакомой стране? Она была тогда незнакомая же для тебя еще? Ну, на тот момент, когда я пришла рожать, мне было уже не страшно. Так в итоге сколько стоит в Грузии родить? Мы заплатили в роддоме 2200 лари. 2200 лари. Плюс еще, я так понимаю, там у человека, который помогал, оказывал поддержку. Вдовы Саши 1500 лари на тот момент у нее было. Я просто не рожал, я не знаю, что такое услуги поддержки. То есть, как бы в чем она заключается? Расскажи, пожалуйста. Ну, просто у меня такая история, что первого я родила в России сына кесарева. Здесь я хотела попробовать естественные роды, но в Грузии большой процент родов, в принципе, кесарева. То есть ты можешь прийти и сказать, я хочу рожать кесарева, и тебе, тебя возьмут. Вот, то есть без протоколов, без всего. Поэтому роды с рубцом, они как бы, так в словах, опасные, рожать самой после кесарева. Поэтому мне нужна была поддержка, что кто в этом вопросе разбирается, чтобы и с врачом можно было понимать, насколько это безопасно, и что меня не склоняли. А это нормально, да, история? Да, Вот так в процессе. Планируешь ли ты стать отцом? Ну, хотелось бы. Хотелось бы в следующем году рассмотреть этот вопрос очень более детально. Тем более, как я это видел. Сначала нужно где-то найти место, где можно жить. Потом... Еще пока не нашли? Нашли, теперь нашли. Вот. Это был долгий процесс, но мы нашли, это приятно. Вот. Потом, сделать предложение, там, пожениться, и вот можно рассматривать... Он сделал тебе предложение? Да, сделал. Вот, и теперь уже можно рассматривать детей, поэтому я так и рассматриваю. Мне, в принципе, очень приятно этот момент. А ты вообще планируешь становиться мамой? Да. Ну, как ты себе это видишь? То есть ты будешь, допустим, рожать в Грузии или куда-то поедешь? Да, в Грузии, да. Я так понимаю, что вы между собой здесь обмениваетесь информацией, Ну, да? то, собственно, если ты спрашивала Ангелину, то я думаю, что приблизительно по этой схеме ходить, нахаживать шаги по этим горам, разрабатывать тазовые... Серьезно, ты прям вот так подходишь к этому с белорусской практичностью? А что? Ну, надо ходить беременным. Я вот здесь есть где ходить. В целом, уже девочка большая, в принципе, представляю, как это все проходит. Вот. Особо у меня какого-то страха перед тем, что мне нужен особый какой-то уровень медицины. Здесь в целом все, кого я знаю, опыт достаточно положительный. Да. Понятно, это будет платная палата, это будет там какой-то, может... Страховкой может перекрыться же это все хорошо. К сожалению, нет. Вот мы недавно сделали страховку, мы сделали самое-самое, вот что GPI премиум. И там можно даже через год делать операцию, если у тебя есть показания, а рожать только через 2,5 года. 2,5 года? То есть роды страховка не покрывает. Ну, операция, я знаю, что после первого года вообще, в принципе. А вот роды 2-3 года, то есть это вообще не вариант. Ну, подожди еще что-то. Часики-то тикают. Да, ну ладно, что там, лужайку уже Боженька дал, ну, зайка подождет. Это Боженька. Ладно, спасибо, В смысле, мужу нравится, когда ты зовешь его Боженька, да? Да. Понял. Ну все, отлично, спасибо. Ну вот какое будущее у ребенка в Батуми? В Батуми сложно сказать, потому что изначально мы, как купили участок, мы думали о том, что 2 года мы здесь точно побудем, а дальше будет видно, потому что рассматриваем еще все-таки несколько стран, присматриваем для переезда. Но так как начали строительство дома, 2 года будем точно здесь. Вот. А насчет будущего ребенка, насколько мне известно, все наши знакомые ребята спокойно и в садик, и в школу отводят, поэтому здесь не должно быть с этим проблем. Чего тут для ребенка? Здесь мы из маленького города, в котором всего 80 тысяч человек населения. И когда мы приехали в Батуми, какое огромное здесь, огромное поле для того, чтобы ребенок мог чем-то заняться. Вы в доме жили, да, тоже? У себя в городе? Да, мы тоже жили в доме. Мы жили в доме, в квартире, в доме. Вот так вот.
есть у нас был Богато жили, я понял. Так. разнообразно. И? Вопрос про ребенка. Да. Чем заняться в Батуми? Ты можешь ребенка отдать хоть на спортивные секции, заниматься языками. Это более усечено, чем в вашем городе, там, где вы жили? Я говорю, что здесь богаче выбор, Да? чем бы мог заняться ребенок, да. Чем в средней в провинции. У тебя из плюсов у тебя ребенок будет расти более мультиязычным. То есть, потому что даже тот уровень, который он получит английского здесь, в школе, в коммуникациях, то есть ни в какое сравнение не идет с тем изучением, которое ты получишь в провинции. То есть ты его учишь там 2 урока в неделю с нулевой практикой в жизни. Ну, то есть ты вот как сам из житель там когда-то Ашхабада, представляешь же, что какое применение в Ашхабаде английскому языку. Ну, то есть, что это нет нигде никакой информации на английском языке, не дублируется у тебя в городе. Ну, в Ашхабаде окей, сейчас дублируется. Не надо, пожалуйста. Да, по-моему, не Ашхабад. буду. Не Ашхабад, как неудачный пример. Провинциальный любой город. То есть там английский тебе не нужен совсем, его никто не знает, и он не используется, кроме как на табличке въезда в город. И у тебя на английском продублировалось, на этом использование английского и закончилось. Тебе сколько было лет, когда вы, получается, переехали? 10, получается. А сейчас? Сейчас 12. То есть, 2 года, условно 2 говоря, года. прошло. Ага. Чем отличается, твоя теперешняя жизнь, да, грубо говоря, от той жизни, которая была там? Совсем другая страна, другие люди. Как это, практически как это отразилось на твоей жизни? Другая культура, совсем другие люди. В школе другое общение совершенно с детьми, другая система воспитания. Дети по-другому себя ведут из-за того, что не из провинциального города, как я. И, более агрессивная среда или такая? Нет, более дружелюбная, я бы сказал. Более дружелюбная? А вот так вот прям ключевые моменты, которые ты бы сказал, что прям отличается в этом, отличается в этом. Дети более общительные, более открытые, более какие-то своенравные, меньше... Мы про людей же сейчас говорим. Да, конечно. Более открытые, более своенравные, если про детей Я просто говорить. пытаюсь понять, как это отразилось, как переезд на новое место, условно говоря, отразился на тебе. Вот такая идея. А почему ты скучаешь из того, что осталось в предыдущей жизни? Только по родственникам, по бабушкам. Остальное мне тут вполне достаточно. Не знаю, снеговики зимой, катание с Ой, гор. нет, Не снеговиков не было. Коричневый снег грязный, грязь. Тут лучше намного. А трудно было вливаться, в новый коллектив ребят? То есть, фактически, тебя же, по сути, с одного класса, да, с которым... Нет, я и в том коллективе не слишком прижился, не успел. Поэтому не слишком трудно было перестраиваться. А по качеству образования, то есть, как тебе кажется, что поменялось? Довольно сильно поменялось. В некоторых случаях это более хорошо, более профессиональные учителя, которые не зацикливаются на воспитании детей, более открыты, более своенравны, как и дети. А в некоторых случаях дают слабину и позволяют детям слишком много. Но, в принципе, больше плюсов, чем минусов. Я думаю, что как-то прикинула уже вообще, куда ребенок будет ходить. Не получится ли у него качество развития, не изменится ли в худшую сторону по сравнению, допустим, с тем местом, где вы были? Мы из Петербурга, и наши знакомые, друзья тоже также из Петербурга. Их дети спокойно ходят в сад, и никаких жалоб не поступает. Они также развиваются, также общаются с русскоговорящими детьми, ребятами. Сейчас, одну секундочку, я один расход очень важный, весомый. Давай. Хотела сказать, почему 2500-3 тысячи долларов. У нас большой кот, 8-килограммовый, которого нужно премиальными Стоит кармами. килограмм кота. Очень дорого. Очень дорого. То есть там, да, весомая часть еще кот занимает. Вот. А насчет детей, да. Я не думаю, что сильно как-то будет отличаться его развитие здесь, нежели если бы он жил в Петербурге, плюс здесь свежий воздух. Слушай, а вот у тебя не складывается ощущение по сравнению с Питером, что ребенок тут будет как будто расти как Маугли? То есть, что ему что-то будет не хватать?
Не думаю, что Маугли было очень плохо. Да тут до Батуми-то недалеко, мы каждый день почти ездим. Сколько у вас по времени получается до Батуми? Утром минут 20, наверное, едут они в садик. Мгм. Ну, если пробки, может быть, минут 40. Возвращаемся когда. Поэтому стараемся после садика погулять. Мгм. И потом уже когда часам к 8 уже нормально проезжаем. Не То есть в стоим. среднем 20-30 минут? Да. А какое образование, ну, ты планируешь? То есть у тебя, я так понимаю, что старший ребенок это еще садик пока? Да. Вот как ты видишь вообще Ну вот вот эту историю? еще есть пока 2 года у нас впереди, чтобы присмотреться. Ну, ты же присмотрелась уже, наверное, за 2 года. Ну, Раз вы хотелось купили бы. уже дом, ну, наверное, вы уже как-то что-то Ну, присмотрели. школу мы еще так не рассматривали. Мы вот просто общаемся с ребятами, кто у нас уже вот в школу пошел. Примерно понимаем, что бы хотелось. Вот. Ну, может быть, через 2 Что-то вот мы за кадром говорили про то, что детский садик здесь даже есть. Детский садик есть здесь, в деревне. Сколько Открыла денег? девушка из Германии, они приехали с мужем, русскоговорящие. 800 лари. 800 лари. Что за эти деньги получает ребенок? Еда. Так. 5-дневный детский сад. Мгм. Ну, у них концепция такая, что дети по большей части они находятся на земле. То есть они много гуляют, там у них тихо, вокруг горы, природа. То есть у них такая своя там детская площадку они смастерили. То есть, ну, Вы с утра во сколько сдали и во сколько забрали? именно в этом детском саду мы в него не ходим. Мы ездили познакомиться. Там, насколько я правильно запомнил, с 10 утра и до 17 часов. Детский сад, в который мы сейчас ходим, там с 9 утра и до 19. С 9 до 19. А денег? 3 дня 700 лари. Если это 5-дневка, то 1000 лари. 700 тысяч. Ну, примерно те же деньги, что и здесь. Ну, плюс-минус. Только отсюда возить меньше надо будет. Да. Угу. По Все, билетам. понял, спасибо. Ну, а так получается, спустя 2 года, то есть в итоге сам переезд в чистом виде, то есть если прям никуда не двигаться, во сколько он встал, да, вот эта самая разница между было-стало, и что за эти деньги было получено. Прям сухой коммерческий расчет, если можно. На самом деле, вот я бы сказал, что математика абсолютно такая же, как в России. То есть, что ты можешь ориентироваться при переезде из города в город в России в среднем. То есть, мы не берем там акцент на какой-нибудь там Сочи или Москву, потому что там рынок оторванный от России. Можешь микрофончик повернуть немножко? К себе. Ты же рассказывал. Да. Оторванный от России в среднем то же самое. Та же легкость приобретения недвижимости, какие-то очень похожие в среднем цены. Все очень похоже. Из уникального бы я отметил, это, конечно, климатическая зона. Что вот мы сейчас сидим, с тобой разговариваем, ты в спортивном костюме только что пришел, мы на улице стояли, общались, вот одеты как летом. На улице 22, солнце. Где такое еще ты увидишь в России? В Сочи, в Анапе. А за деньги среднероссийские? Нет, ни Сочи, ни Анапа, ни Геленджика. Якорная щель. Якорная щель. Не знаю где-то, но звучит романтично. Ну, там нет, на самом деле неплохо.